Каждый из нас в свое время натыкался на заголовки об ангелах. Невероятно красивые девушки со сказочными крыльями за спиной демонстрировали нижнее белье одного из лучших брендов. И сегодня наше видео будет именно о нем. На рынке нижнего белья Victoria's Secret стали показателем того, как мечту и желание можно продать за миллиарды долларов. Но все ли там было действительно так красиво, как показывали это миру? Сегодня мы расскажем об обеих сторонах той самой сказки, которую нам продавали много лет. Как обычно, ставим лайк и начинаем. В июне 1977-го Рой и Гэй Реймонд решили открыть собственный магазин нижнего белья. Причиной этого стало смущение Роя, когда он захотел приобрести своей жене комплект. Когда я пытался купить белье для своей жены, я наткнулся на вешалки с махровыми халатами и уродливыми ночными рубашками с цветочным принтом. И у меня всегда было ощущение, что продавщицы универмага считали меня там нежеланным гостем. Поделился Рой. И он начал изучать рынок нижнего белья, чтобы мужчинам стало комфортно приобретать его для своих возлюбленных. Он хотел, чтобы у них появилась возможность приобрести его по каталогу. Реймонд занял $40 тысяч у семьи и $40 тысяч у банка и открыл первый магазин Victoria's Secret. Victoria's Secret началась с нас двоих, и я стала источником вдохновения для ее создания, поделилась Гэй Реймонд. Первый магазин был открыт в торговом центре Стэнфорд в Пало-Альто, Калифорния, и был назван в честь королевы Виктории и связан с изысканной викторианской эпохой, а секрет был спрятан под одеждой. В то время, когда Реймонды основали Victoria's Secret, на рынке нижнего белья в США доминировали прагматичные вещи от Fruit of the Loom, Hanes и Jockey, которые часто продавались упаковками по 3 штуки, а изысканное нижнее белье предназначалось для особых случаев, таких как медовый месяц. Кружевные стринги и бюстгальтеры пушап можно было найти только в специализированных магазинах, таких как Fredericks of Hollywood, которые находились рядом с боа и эротическими костюмами пиратов. Victoria's Secret за первый год своей деятельности заработали $500 тысяч. Этого было достаточно для расширения, и открылось еще 4 магазина, а также начала работать доставка по почте. Продажи по каталогам составили 55% годового объема продаж компании на сумму $7 миллионов. Но в то время Victoria's Secret все равно были второстепенными игроками на рынке нижнего белья, и их причисляли больше к бурлеску, чем к мейнстриму. В 1982-м бренд вырос до 5 магазинов 40-страничного каталога и приносил $6 миллионов в год, однако что-то в формуле Реймонда не работало. Согласно книге экспертов по менеджменту Майкла Сильверстайна и Нила Фриски «Trending Up», Victoria's Secret были на грани банкротства, и Реймонд продал компанию Лесу Векснеру, создателю Limited Stores, за $1 миллион. Рост успеха Векснера и Victoria's Secret подкосил Роя, и он начал видеть, как его жизнь разваливается. После продажи компании Векснеру Реймонд оставался президентом Victoria's Secret еще около года, а затем ушел, чтобы открыть My Child's Destiny – магазин элитной детской одежды, базирующийся в Сан-Франциско. Но согласно статье в New York Times, плохая маркетинговая стратегия, слишком сосредоточенная на привлечении только состоятельных родителей и еще более неудачное местоположение с плохой проходимостью привели к провалу. В 1986-м Реймонды развелись, а в 1993-м Рой, не справившись со своими неудачами и глубокой депрессией, покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста «Золотые ворота». К 1982-му концепт Векснера стал совершенно иным. Он, наоборот, сделал так, чтобы мужчины чувствовали себя неловко в магазинах бренда, что отразилось на оформлении. По его словам, все было создано для женщин и не имело никакого отношения к мужчинам. Понятие «Виктория» должно было означать «дамский рай». Если мужчинам нравилась Victoria's Secret, это был приятный бонус. Но в моем представлении они должны были чувствовать себя неловко в магазине. Это все отразилось на интерьере магазина, примерочных тканях, витринах. Это было все для женщин и не имело никакого отношения к мужчинам, рассказал Лес. Однако окружение нового владельца, кто стал помогать ему выстраивать новый бренд, были в основном мужчины, что казалось довольно странным. Но несмотря на это, все начало работать. У Векснера было четкое видение того, как бизнес может вырасти. Он хотел взять обыденную повседневную вещь и романтизировать ее, сделать чем-то большим, чем она есть. После прочтения книги Сидни Люмета «Как делается кино», он понял, что нужно делать. Бренду нужна была история, и он придумал историю о мифической основательнице, которую звали Виктория. 36-летняя англичанка, которая жила в Лондоне, будучи замужем за адвокатом. Умная, амбициозная, интеллигентная. В эту историю сразу поверили все. Victoria's Secret превратились в мечту, которая продавала широко распространенное нижнее белье новых цветов, узоров и стилей, которая выделялась сексуальностью, упакованная со вкусом, гламуром и привлекательностью европейской роскоши, что отлично сработало на покупательницах. К 86-му Victoria's Secret расширились до 100 магазинов и стали выдающимися лидерами на рынке нижнего белья.
В 1987-м их каталог был признан одним из самых продаваемых, а в 90-х продажи выросли в 4 раза и продолжали расти за счет добавления одежды, купальников и обуви, а также собственной линии парфюма и косметики. Но модели по-прежнему неохотно соглашались сниматься в белье, и заключение контракта с брендом означало для них, что их дни в модном мире сочтены. Стефани Сеймур, будучи востребованной моделью, начала работать с Victoria's Secret, что дало обратный эффект. Бренд все больше и больше становился узнаваем, и модели, наоборот, всеми силами начали хотеть начать сотрудничать с ними. И появились те, кто выдавал себя за представителей Victoria's Secret. И им стал никто иной, как Джеффри Эпштейн, что стало для бренда проблемой. О его неподобающем поведении стало известно в 1993 году. Эпштейна обвиняли в растлении несовершеннолетних и принуждении их к проституции. На протяжении многих лет Эпштейн был близок с Лесли Векснером и занимался его финансами. Векснеру пришлось потратить немало сил на то, чтобы убедить общественность. Он не знал о том, что Эпштейн заставлял девочек заниматься сексом с богатыми влиятельными мужчинами. Адвокаты Векснера направили Эпштейну судебный запрет, в котором говорилось, что он нарушает права компании, незаконно используя ее название. Джеффри, в свою очередь, все отрицал. Более подробно о связях Векснера с Эпштейном было рассказано в документальном фильме Victoria's Secret «Ангелы и демоны», который вышел в виде мини-сериала в 2022. В 1994-м Векснер и директор по маркетингу Эд Разик начали обсуждение и создание полноценного шоу, и в августе 1995-го прошел первый показ Victoria's Secret, который стал визитной карточкой бренда на следующие 23 года. Шоу транслировалось на Таймс-сквер, что стало еще одним прорывом для бренда. Но вот только большую часть зрителей, кто был приглашен на показ, составляли мужчины, а не женщины, для которых создавалось белье, и которые открыто делились с журналистом, что пришли посмотреть показ не ради белья. В 1996-м бренд снова удивил всех, представив первое фэнтези-бра. Бюстгальтер, созданный ювелирами из драгоценных камней стоимостью в $1 миллион, которая стала еще одной визитной карточкой для бренда и объектом мечтания для моделей. Первой удостоилась чести представить бра Клаудия Шифер, а в 1997-м Victoria's Secret окончательно закрепили за собой имя главного бренда нижнего белья, продемонстрировав новый концепт, который представляли ангелы. Коллекция нижнего белья Angels имела огромный успех благодаря телевизионной рекламе, в которой участвовали супермодели Хелена Кристенсен, Карен Мюльдер, Даниэла Пиштова, Стефани Сеймур и Тайра Бэнкс. В ролике ангелы появились на фоне неба, ведущий диалог с Богом, которого сыграл певец Том Джонс, широко известный тем, что на его выступлениях поклонницы закидывали его бельем. Реклама оказалась безумно популярной, и ангелы как персонажи стали регулярно появляться в рекламе в качестве представителей бренда, что в итоге привело к тому, что термин «ангел» стал синонимом бренда Victoria's Secret. Концепт с идеальной аристократкой Виктории рухнул, и на свет вышли модели, которые представляли собой воплощение сексуальности и идеальной женщины, которые стали для миллионов девушек по всему миру образцом для подражания и главным источником комплексов и расстройств. Бренд Victoria's Secret начал новую ступень в своей истории. First there was the miracle. Then came Angels. Now, Victoria's Secret introduces Angels 2000. A revolutionary space-age fabric is now the sexiest bra in the galaxy. Теперь для моделей работа с брендом означала рост популярности, а заключение ангельского контракта стало для многих чуть ли не целью номер один. На шоу 1998 года бренд продемонстрировал свою главную визитную карточку. На подиум вышли модели, за спиной которых расправились крылья. В феврале 99-го 30-секундная реклама Victoria's Secret на Суперкубке привлекла к их сайту более 1 миллиона человек. Компания не смогла подсчитать точное количество продаж в течение часа, но сказала, что они были довольно внушительными. Бренд продолжал идти в ногу со временем и в этом же году решил запустить трансляцию шоу на собственном сайте. Но поток желающих посмотреть снова был настолько большим, что сайт, который был рассчитан на 500 тысяч посетителей, просто не выдержал нагрузки. Трансляция стала одним из культовых событий в истории интернета и по оценкам набрала более 1,5 миллиона просмотров.
А в новом тысячелетии шоу Victoria's Secret добилось своего места на телевидении. Руководство также решило показать, что они безусловно поддерживают женщин из-за расширения их прав. И в штат были наняты те самые женщины, которые начали свою работу на бренд. Но последнее слово все равно было за Эдом Разиком и Лесли Векстером. Они полностью отказались от идеи запустить линии корректирующего белья и белья для будущих мам, сославшись на то, что это абсолютно не демонстрирует бренд с нужной стороны, который продает фантазию. А в представлении Разика модели должны были быть идеальными. С совершенным телом, без шрамов, родинок и веснушек, похожих на девушек из Playboy. Также Векстер назначил нового исполнительного директора, которым стала Шарон Джестер Терни, и которая начала ребрендинг с приглушения образа проститутки, который активно выдвигал бренд в своих каталогах. Ее цель была сменить Playboy на Vogue, представляя белье в более роскошном и удобном виде. Магазины Victoria's Secret также отошли от воспоминаний о средневековой Англии и викторианских борделях, превратившись в гламурные бутики, после посещения которых покупательницам хотелось поделиться фотографиями со всем миром. В 2000-м шоу впервые вышло за границы США и прошло во Франции в рамках Каннского кинофестиваля, и которое было организовано еще одной небезызвестной личностью Харви Вайнштейном. 16 октября 2002 Victoria's Secret объявили о запуске новой линейки под названием Pink. Первоначально бренд был нацелен на девочек-подростков в возрасте 10-12 лет, но в конечном итоге заявил, что его официальная целевая аудитория – девочки-подростки и девушки студенческого возраста. Продукт впервые появился в конце 2003-го в некоторых магазинах, а полная реализация по всей сети состоялась в июле 2004-го. Для многих будущих ангелов именно работа с Pink стала дальнейшим трамплином к заветному контракту ангела. Первым ее представителем стала Алессандра Амброзио. Далее, будучи представителями Pink, свои ангельские контракты получили Миранда Кёр, Биати Принслу, Эльза Хоск и Грейс Элизабет. Среди ангелов также возникла своеобразная борьба за признание их брендом. Каждая пыталась доказать своей работой, что она одна из лучших, чтобы заполучить очередную пару крыльев на шоу. Хайди Клум была из тех, кто всегда хотела самые большие крылья. И в 2003-м она их получила. Ангел вышла на подиум в крыльях, которые были больше 3 метров в высоту. В 2004-м из-за скандального момента на Суперкубке, который произошел между Джанет Джексон и Джастином Тимберлейком, где Джастин случайно обнажил грудь Джанет в прямом эфире на обозрение многомиллионной аудитории, шоу было отменено. И ангелы в лице Тайры Бэнкс, Хайди Клум, Жизель Бунхен, Адрианы Лимы и Алессандры Амброзио отправились в тур по Америке. Но Разик заявил обратное, что произошедшее на Суперкубке не имеет никакого отношения к их шоу, сказав: «Некоторые говорят, что шоу не состоится из-за инцидента на Суперкубке. Но на самом деле это не так. Очевидно, что мы могли бы провести шоу, если бы захотели. Но это мода, и не всегда разумно использовать один и тот же способ продвижения для бренда». К 2006-му на 1000 магазинов Victoria's Secret по всей территории США приходилось треть всех покупок в индустрии нижнего белья. А на шоу впервые был представлен сегмент Pink, который затем стал обязательной частью показа вплоть до 2018-го. В 2008-м появился первый звоночек того, что Victoria's Secret слишком сильно демонстрирует то, что женщина должна выглядеть именно так, как их модели, и никак иначе. В научной статье «Грязный секрет Виктории» авторы из университета Уилфрида Лория и университета Ватерлоу заявили, что недовольство женщин своим телом зависит от социокультурных норм идеального внешнего вида, которые широко распространены в обществе и особенно ориентированы на женщин. Политика Victoria's Secret, реализуемая посредством рекламы и каталогов, посылает девушкам и женщинам сообщение о том, что их модели являются реалистичным эталоном красоты, что оказывает негативное влияние на них. На пике популярности шоу «Топ-модель» по-американски Victoria's Secret также решили не отставать от трендов, и на шоу 2009-го зрителям было показано мини-шоу о поиске новой модели. Победительницей стала Кайли Биссути, но долго их сотрудничество не продлилось. В мае 2013-го Биссути выпустила мемуары «Я не ангел» от модели Victoria's Secret до образца для подражания, в которых описала свою жизнь и подробно рассказала, как после шоу разочаровалась в модельном бизнесе из-за провокационного характера работы, культа тела и негативного
негативного опыта общения с фотографами. Она утверждала, что ради работы прошла через нездоровые вещи, такие как экстремальные диеты, и что такое поведение является обычной практикой среди моделей. Бисути решила бросить модельный бизнес, написав в Твиттере: «Я перестала быть моделью Victoria's Secret, чтобы стать просто женой». Перед выпуском книги представители бренда опубликовали заявление, в котором утверждалось, что Бисути допустила многочисленные выдумки и искажения. Она никогда не была ангелом Victoria's Secret. И вопреки утверждениям госпожи Бисути, бренд никогда не предлагал ей никаких последующих контрактов или возможностей сотрудничества с Victoria's Secret, несмотря на ее желание к работе. Бисути ответила в интервью, что ее книга на самом деле не о Victoria's Secret. Она о модельной индустрии в целом и о том, как помочь девушкам с проблемами собственного тела, расстройствами пищевого поведения и просто о разоблачении модельной индустрии, какая она есть на самом деле. Она не нацелена на их бренд. На шоу на подиум вышли обе финалистки, но в телевизионной версии зрителям показали лишь проход Кайли. Также в 2009-м ежегодная рождественская реклама от бренда вышла на новый уровень после того, как режиссером выступил гуру взрывов и экшена Майкл Бэй. Из-за зрелищности и красоты ангелов у роликов, безусловно, был успех, но многие не оценили того, что бренд должен был продать. Продать женское нижнее белье, ради которого они и снимались. Некоторые издания написали, что Бэю было абсолютно все равно на белье и моделей. Его девизом стало «Секс продается, и это главное». В январе 2010-го у бренда появился новый представитель. Victoria's Secret заключили контракт с Тейлор Момсон для линейки парфюма Love Rocks. А на шоу вляпались в скандал, после которого так и не смогли вернуть былое уважение, с каждым годом медленно, но верно закапывая свою репутацию. Сегмент Wild Things вызвал споры из-за образов, которые демонстрировали отсылки к африканским племенам. Больше всего досталось Эммануэле де Паула, которая вместе с танцорами вышла на подиум с боди-артом, который был в стилистике племен. Этот образ вызвал негативную реакцию со стороны СМИ не только из-за использования африканской культуры, но и из-за расистского подтекста, связанного с тем, что цветная женщина вышла на подиум в нижнем белье, разрисованная узорами и клейменная словно дикая тварь. Отмечая также то, что бренд как будто специально собрал почти всех темнокожих моделей в этом сегменте, а не распределил их по всему шоу равномерно. Никаких извинений бренд не принес. Шоу этого года действительно не обладало разнообразием. На подиум вышли всего 5 темнокожих моделей: Шанель Иман, Селита Ибенкс, Лейс Рибейро, Грейс Карвальо и Эммануэла де Паула, и одна азиатка – Лю Вэнь. Но зрители все равно были под впечатлением от картинки, и к 2011-му бюджет шоу составил рекордные $12 миллионов по сравнению с бюджетом первого показа, который был всего 120 тысяч. Рейтинги просмотров вышли на новый уровень с отметкой более 10 миллионов зрителей и сохраняли эти показатели до 2014-го. В 2012-м компания вновь подверглась критике и попала в громкий скандал на фоне все тех же самых элементов различных культур, которые были ими использованы. Так им пришлось полностью снять с продажи коллекцию нижнего белья Go East, которая была вдохновлена Японией и в которую попал наряд Sexy Little Geisha, который раскритиковали за сексуализацию и расистский подтекст. Стереотипные образы, для которых используется экзотика, абсолютно неуместны. Хотим отметить, что все модели, представляющие белье Go East, не азиатки. Азиатки в большинстве случаев будут выглядеть абсолютно нелепо и не наденут костюм сексуальной гейши. Но для белых женщин это всего лишь способ позаимствовать расовую экзотику для минутной игры, написали защитники. А образ Карли Клосс шоу попал во все заголовки. Модель вышла на подиум в образе, который включал традиционный головной убор коренных американцев. Это вызвало возмущение среди членов индейской общины, которые заявили, что убор имеет глубокое культурное значение и носить его имеют честь лишь избранные воины и военачальники. Демонстрация его на полуобнаженной девушке, которая демонстрирует сексуальный подтекст, – ничто иное, как абсолютное неуважение к обычаям и традициям народов. После негативной реакции СМИ образ был вырезан из финальной версии шоу. Компания заявила, что сожалеет о том, что это вызвало расстройство, и добавила, что не будет включать образ в телевизионную версию шоу в какие-либо маркетинговые материалы, а также изъяла все фото со стоковых ресурсов. Сама Карли также извинилась, написав в Твиттере, что ей глубоко жаль, если то, что она продемонстрировала на подиуме, кого-то обидело. В 2014-м новая реклама бренда подверглась жесточайшей критике всего за 2 слова – идеальное тело.
которое было написано на фоне ангелов, которые фигурой мало чем отличались друг от друга. Другие бренды уже начали выпускать линии белья, в которых не было идеально отфотошопленных картинок, а были обычные женщины разного веса и роста, для которых это белье и создавалось. Активисты начали акцию протеста, и была создана петиция против коллекции Body by Victoria. Организаторы призвали компанию взять на себя ответственность за рекламу нереалистичных стандартов и навязывание негативного образа тела. Петиция также требовала изменить формулировку рекламы Perfect Body на то, что не пропагандирует нездоровые и нереалистичные стандарты красоты. Был создан хэштег I'm Perfect, который стал популярным в Твиттере, а петиция собрала более 30 тысяч подписей. Хотя официальных извинений от бренда не последовало, они все-таки изменили рекламный слоган коллекции. Компания явно переступает черту, навязывая свои стереотипы идеала. Что касается использования ими слова «идеальный», то это не только оскорбительно для 99% женского населения, которые не разделяют идеальные пропорции моделей, но и глубоко безответственно, если не сказать совершенно жестоко. Написали Daily Mail. Также еще одним скандалом вокруг бренда стал инцидент, который произошел в Техасе, когда женщине запретили кормить своего малыша грудью, что якобы для магазина, который создан для женщин и продает женское нижнее белье, было неприемлемо. И если вы подумали, что бренд после нескольких скандалов вокруг культурных ценностей различных народов вынес уроки из этого, увы, нет. С 2014-го на шоу словно назло всем начали создавать сегменты, в которых открыто демонстрировались культуры различных стран и континентов, за что их продолжали критиковать. Рейтинги шоу обрушились, продажи начали стремительно падать. После объявления, что Карли Клосс и Даутсен Круз сняли свои ангельские крылья, в апреле 2015-го бренд объявил сразу 10 новых ангелов. Ими стали Катя Григорьева, Тейлор Хилл, Эльза Хоск, Марта Хант, Моника Ягачак, Стелла Максвелл, Лейс Рибейро, Сара Сампайо, Роми Страйт и Жасмин Тукс. Также компания всячески пыталась вернуть свои продажи в прежнее русло и демонстрировала разные идеи для привлечения покупательниц обратно. Так, специально для линейки купальников было снято отдельное шоу Victoria's Secret Swim Special с приглашенными звездами, которыми стали Maroon 5 и Juanes. В 2016-м был снят еще один выпуск Swim Special с Деми Ловато и Ником Джонасом, но это не спасло ситуацию. Продажи продолжали падать, и в мае бренд решил прекратить выпуск каталога, стоимость которого составляла от 125 до 150 миллионов долларов в год, из-за опасений, что каталоги устарели как маркетинговый инструмент. И также отказалась от некоторых категорий одежды, аксессуаров и собственной линии купальников, которую они так пытались спасти. И бренд был разделен на 3 независимых подразделения – Victoria's Secret Ladies, Victoria's Secret Beauty и Pink, каждая из которых имела отдельного генерального директора. Шоу 2016-го уже по традиции было подвергнуто критике. На этот раз китайские зрители были недовольны тем, что бренд использовал их культурные элементы. Особенно сильно их возмутили образы Эльзы Хоск и Кендалл Дженнер. Victoria's Secret в свою очередь заявили, что включили этот сегмент в шоу из-за их расширения на китайский рынок и полагали, что представленные образы, а также Лю Вэнь и Мин Си, 2 популярные китайские модели, станут хорошим способом привлечь внимание их новой клиентской базы. Но снова все пошло не по плану, и никаких извинений или заявлений по поводу этого от бренда не последовало. В 2017-м недовольства продолжились. На этот раз бренд опять создал образы, используя элементы культуры коренных американцев, а также народов Африки. Несколько крупных изданий написали, что компания принципиально продолжает делать все так, как угодно именно им, наплевав на мнение покупателей и общественности, и абсолютно не собирается учиться на своих ошибках. We're their first love. We attempted to do a television special for plus size. No one had any interest in it. Still don't. 2018 стал для бренда началом конца. Скандальное интервью Эда Разика в Vogue, в котором он заявил, что на шоу никогда не будет трансгендеров и моделей плюс сайз, потому что шоу – это фантазия, а представители данных категорий абсолютно не вписываются в нее, и новое шоу Рианны, в которое они смогли довольно хорошо вписаться, полностью убили рейтинги. Without question. Because why? Because the brand has a specific image, has a point of view, has a history. Просмотры упали до рекордно низких 3 миллионов. Представители бренда всячески начали заявлять, что их шоу всегда отличалось культурным разнообразием, и они активно выступали за поддержку женщин. В интервью инсайдер Моника Митра вышла на защиту своей компании, сказав:
Мне кажется, что наш показ долгое время был культурно разнообразным и что мы всегда отмечали происхождение наших моделей. Я думаю, что мы были одними из первых, кто посоветовал женщинам оставлять свои натуральные волосы, и это стало громким заголовком в 2015-м, когда наша модель Мария Боргес вышла со своими естественными волосами. Но так было не всегда. Чаще всего на подиум модели выходили с объемными локонами, которые в большинстве случаев были накладными. В 2008-м Селита Ибэнкс решила кардинально сменить свой образ, но на подиум она вышла с абсолютно другой прической. Также Тайра Бэнкс заявила, что стилист, нанятый Victoria's Secret, не был готов работать с ее натуральными волосами, и это чуть не стоило ей работы. Мне нужно было придумать, как хорошо выглядеть, потому что я чуть не потеряла возможность работы в Victoria's Secret. В первый же день меня отправили домой, потому что стилист не знал, что делать с моими афроамериканскими волосами. В конце концов, я смогла выйти на шоу после того, как в следующем году лично пригласила своего стилиста выпрямить мне волосы. Также модель Бриджит Малкольм, которая несколько лет работала с брендом, поделилась с Harper's Bazaar, что страдает расстройством пищевого поведения, и открыто выразила свою позицию против Victoria's Secret. Сама того не зная, я боролась с расстройством пищевого поведения и хронической тревогой, которые вскоре привели к нарушениям в пищеварительной системе. И все потому, что я думала, что делаю то, что должна делать, чтобы добиться успеха в любимой индустрии. Я пытаюсь пролить свет на свой опыт, потому что я все еще работаю моделью и люблю то, что делаю. Но только потому, что я предприняла шаги к исцелению, осознав то, что действительно важно для меня. Victoria's Secret создали культуру, в которой нужно было стать еще худее, делать то, что они хотят, и только тогда можно было стать ангелом и приобрести мировую известность. В январе 2020-го доктор Нилам Ваши из Бостонского университета провела эксперимент, в котором открыто показала, что к 2018-му модели на подиуме шоу значительно уменьшились в размере, когда обычная среднестатистическая женщина, наоборот, стала носить размер больше, что, по ее словам, для многих стало новым пиком комплексов. Она также озвучила беспокойство именно за моделей, потому что их худоба, на ее взгляд, выглядела абсолютно нездоровой для соотношения их роста с весом. The industry is changing, and I would like to know if there's anything that you're doing to address. You know, it's like, okay, do I think about diversity? Yes. Does the brand think about diversity? Yes. Do we offer larger sizes? Yeah. Также своей историей поделилась бывший ангел бренда Эрин Хизертон. Все изменилось, когда мне исполнилось 25. Наступил определенный момент, когда что бы я ни делала, больше не давала тех же результатов. Я стала полнеть. Оглядываясь назад, можно сказать, что это просто биология и то, как устроено тело. Ты не можешь оставаться в том же размере в 18 и в 25. Я обратилась к знаменитому диетологу с просьбой помочь мне похудеть. И он посоветовал мне колоть гормоны. И я начала, как диабетик, каждое утро колоть свой живот. Сейчас я смотрю на это как на настоящую эмоциональную встряску, потому что я была против всего, что делала. Я не думаю, что эти люди действительно заботились обо мне. Это была лишь работа. Просто бизнес, рассказала модель. В 2019-м акции бренда упали на 40%, составив $26 за штуку. И Victoria's Secret объявили о закрытии 53 магазинов в США, а также все-таки решили попробовать снова запустить свою линию купальников, но полностью в обновленном формате. Why doesn't your show do this? Shouldn't you have transsexuals in the show? No, I don't think we should. Well, why not? It's because the show is a fantasy. It's a 42-minute entertainment special. That's what it is. Несмотря на извинения, которые принес Разик за свое интервью и заявил, что бренд обязательно будет совершенствоваться, общественность была категорически против него. И в августе 2019-го он подал в отставку. И после этого хлынул шквал жалоб и разоблачений. После того, как Разик покинул Victoria's Secret, модели и сотрудницы, с которыми он работал, начали обвинять его в домогательствах и женоненавистничестве. Моника Митро заявила, что неоднократно подвергалась словесным оскорблениям со стороны Разика. Но на следующий день, после того, как она выдвинула свои обвинения, она пришла на работу и обнаружила, что ее отправили в административный отпуск. Хотя бренд утверждал, что это решение было принято до того, как Митро подала жалобу, многие считали, что это был ответный шаг компании. А в конце 2019-го Моника сообщила, что подает в суд против своего увольнения. В 2020-м все было урегулировано за определенную сумму, которую не раскрыли. Также в августе 2019-го более 100 моделей, включая Кристи Тарлингтон, Карен Элсон, Милу Йовович, Даутсен Круз и Джему Уорд, подписали открытую петицию, написанную новому генеральному директору Victoria's Secret Джону Мехасу от The Model Alliance, в которой призвали его защитить своих моделей от сексуальных домогательств. В
В феврале 2020-го группа написала еще одно письмо, в котором утверждалось, что в компании существует культура женоненавистничества и жестокого обращения. Ангелы не остались в стороне, и сразу, как только модельный альянс выложили в Инстаграм пост с петицией, начали писать комментарии с защитой бренда. Это неправда. Когда я рассказала им об инциденте с Дэвидом Бельмером, его уволили на следующий же день. Это самый уважающий бренд, с которым я когда-либо работала. Если мы снимаемся в холоде, то они снимают куртки, чтобы мы были не единственными, кто мерзнет на съемках. Думаю, вам, ребята, нужно узнавать истории из первых уст перед тем, как обвинять кого-то, написала Лейс. Кажется, модельный альянс просто хайпит на волне ненависти к Victoria's Secret, чтобы стать известнее, вместо того, чтобы тщательно проверить факты. 100%, что в индустрии нужно больше защиты, но вы обвиняете компанию, которая всегда была уважительна, внимательна и всегда поддерживала своих моделей. Вы хотите бороться с абьюзом, но может стоит начать с модельных агентств, которые предлагают моделям сесть на наркотики, чтобы выглядеть лучше? Или агентств, которые снимают моделям дома и приглашают туда состоятельных мужчин? Вот с чем надо бороться, написала Сара. Есть компании, которым вообще плевать на модели, но их никто не контролирует. Я отказывалась работать с ними. Victoria's Secret не в их числе. Это самая заботливая компания, с которой я работала за все 10 лет модельной карьеры. Если были моменты, которые доставляли моделям дискомфорт, то они тут же устранялись. Так что проверьте написанное, написала Жасмин. Но 1 февраля 2020-го New York Times опубликовали разоблачение культуры женоненавистничества в Victoria's Secret, в которой главной звездой стал Эд Разик. Модели поделились с изданием историями о неподобающем поведении Разика. Так Алиса Миллер рассказала, что общение с Эдом было токсичным, и он открыто демонстрировал моделям, что вся власть сосредоточена в его руках. «Власть у меня. Я могу сделать тебя или разрушить». С такими словами он мог обратиться абсолютно к любой модели. Во время кастинга мог потребовать у модели, одетой лишь в нижнее белье, ее личный номер телефона. Некоторые девушки, которых интервьюировали New York Times, рассказали, что он приглашал их сесть к нему на колени и поужинать в приватной обстановке. Энди Мьюз рассказала, что в 2007-м в возрасте 19 лет, когда она уже 2 года принимала участие в шоу, девушка получила приглашение на обед с Разиком. И, конечно же, обрадовалась возможности укрепить профессиональный контакт с влиятельным деятелем индустрии моды. Разик встретил модель на машине с водителем и по дороге в ресторан попытался ее поцеловать. Но модель отвергла эту попытку. После этого он начал заваливать ее электронными письмами с разнообразными предложениями. Например, просил помочь ему выбрать дом в Доминиканской республике, где они могли бы жить вместе, со словами «Мне нужно найти сексуальное место, куда я тебя отвезу». Когда Разик еще раз пригласил девушку на ужин, она отказалась. В следующем 2008 году модель не получила места в ежегодном показе. В 2018-м, во время примерки, в которой участвовала супермодель Белла Хадид, Разик предложил присутствовавшим забыть про трусики и задавался вопросом, позволит ли Белле Хадид, телекомпания, транслировавшая шоу, пройти по подиуму с этими идеальными сиськами. На той же примерке, по словам 3 свидетелей, он положил модели руку в область паха. В распоряжение издания также попали документы, свидетельствующие о том, что отдел кадров Victoria's Secret получал жалобы на неподобающее поведение Разика, сомнительные комментарии и интимные прикосновения. При этом ранее он сотрудниц не только сексуальными домогательствами. Например, бывшая сотрудница отдела по связям с общественностью Кейси Кроу-Тейлор была глубоко возмущена, когда в 2015-м он на банкете для сотрудников, глядя при всех в ее пустую тарелку, громко потребовал, чтобы она не вздумала брать хлеб или пасту. Девушка, которая при росте 155 сантиметров весила 63 килограмма, в слезах убежала в туалет и уволилась через несколько недель. Реакции со стороны отдела кадров на ее жалобу так и не последовало. По словам Тейлор, самым неприятным во всем этом было то, что грубые комментарии Разика, его высокомерное отношение и неподобающее поведение воспринимались в компании как нечто само собой разумеющееся. Все только высмеивали абьюз и считали его нормальным. Это было похоже на промывание мозгов. И каждого, кто пытался что-нибудь с этим сделать, не просто игнорировали. Он был наказан, поделилась девушка. Многих моделей уговаривали позировать обнаженными, чтобы помочь своей карьере. Ведущий фотограф Victoria's Secret Рассел Джеймс предлагал моделям позировать для него обнаженными. Это было предусмотрено в их контрактах с брендом, поэтому никакой дополнительной оплаты не требовалось. И компания была защищена от судебных исков.
Не стала молчать и еще один бывший ангел Карли Клосс. Супермодель заявила, причина, по которой я решила прекратить сотрудничество с Victoria's Secret, заключалась в том, что я не чувствовала, что этот образ действительно отражает то, кем я являюсь. И какое послание я хочу донести молодым женщинам со всего мира о том, что значит быть красивой. Работа с Victoria's Secret стала для меня поворотным моментом, чтобы стать феминисткой. Разик, в свою очередь, опроверг все обвинения, заявив: обвинения в этом репортаже категорически не соответствуют действительности, неверно истолкованы или вырваны из контекста. Мне посчастливилось работать с бесчисленным количеством моделей мирового класса и талантливых профессионалов. И я очень горжусь взаимным уважением, которое мы испытываем друг к другу. Успех дебютного показа Рианны осенью 2018-го заставил Victoria's Secret задуматься о своем узком представлении о красоте. Все эти ослепительные бюстгальтеры с пушапом, идеальный пресс моделей и ангельские крылья стали неактуальными. В ноябре 2019-го на собрании акционеров было объявлено: шоу отменяется. Также после всего случившегося генеральный директор Лесли Векснер ушел в отставку, но сохранил роль почетного председателя. Бренд, наконец, начал изменение своей политики. В апреле 2020-го была представлена новая коллекция Body by Victoria с Хеленой Кристенсен, Барбарой Палвинь, Жасмин Тукс, Лейс Рибейро и Роми Страйт, первой моделью-трансгендером Валентиной Сампаю и 2 моделями плюс-сайз. В 2021-м после отставки Разика, а также продажи компаниям Векснером, новый владелец и руководство Victoria's Secret внесли кардинальные изменения в политику и развитие бренда. Ангелы официально сняли свои крылья. Компания провела масштабный ребрендинг, сменив ангелов на Victoria's Secret Collective, в который вошли Меган Рапино, Приянка Чопра, Палома Эль-Сесер и многие другие, расширив размерный ряд и выпустив новое белье, которого ранее не было, потому что оно не соответствовало мужскому определению сексуальности. Также к бренду вновь присоединилась Белла Хадид, сказав, что сейчас она видит кардинальные изменения в нем, полностью поддерживает их и с радостью согласна выступать за расширение прав женщин. В августе 2023-го Victoria's Secret представили новую коллекцию белья под названием Icon, для которой пригласили своих бывших ангелов и моделей Адриану Лиму, Жизель Бунхен, Кэнди Сванепл, Наоми Кэмпбелл и многих других, а также анонсировали свое новое шоу под названием Victoria's Secret The Tour. Премьера состоялась 26 сентября, и зрителям продемонстрировали абсолютно новый формат. В полуторачасовом фильме были представлены молодые дизайнеры с разных уголков мира, которые представили свои коллекции. Но несмотря на все изменения, бренд опять попал под волну критики за собственное лицемерие и неуважение. Открыто заявляя, что они полностью отказались от ангелов и старого концепта, зрителям вновь показали крылья. А коллекция дизайнера Микаэлы Старк вызвала самую громкую волну негодования. Ей была представлена возможность посетить главный офис бренда и поработать со старыми образами. Все было бы отлично, если бы не демонстрация вседозволенности и неуважения. Многих возмутило то, что ее коллекция не демонстрирует полноту женщины с эстетической стороны, а наоборот заставит общественность еще больше высмеивать их, а также то, какое неуважение было продемонстрировано к старым образам, над которыми работала большая команда, которая не имела абсолютно никакого отношения к домогательствам и оскорблениям, а того больше, возможно, и подвергалась им. Дизайнер же в свою защиту написала: «Моя концепция заключалась в том, чтобы воссоздать идею ангелов, одев себя и 2 других моделей в свои творения от кутюр, стилизованные под архивные вещи Victoria's Secret с прошлых показов. Идея заключалась в том, чтобы воссоздать эту старую идею фантазии, но перенести ее в современный контекст. Я хотела доказать, что ангелы могут представлять всех женщин, не теряя при этом элемент фантазии. В частности, я хотела разрушить идею о том, что ангелы не могут быть полными или трансгендерами, как говорил бывший генеральный директор Victoria's Secret. Честно говоря, я считаю, что мы справились. Для меня это были очень сильные эмоции, что у нас была возможность сделать это и буквально уничтожить источник моей детской неуверенности в себе. Очень жаль, что негативная реакция была такой сильной и отвратительной еще до того, как фильм вышел. Примерно через 12 часов после того, как бренд опубликовал мою работу, троллям буквально удалось снести мой личный Инстаграм. Это произошло после того, как тысячи комментариев были оставлены с отвращением к идее, что ангелы могут быть какими-то иными. Ужасно видеть гнев людей по поводу нашего тела, и еще ужаснее видеть, как люди поддерживают старую идею ангелов, как будто это не вызвало у целого поколения проблемы с телом и психикой. Люди необразованы и тупы. Так давайте же просвещать их и выглядеть при этом по-настоящему ангельски.
Бренду стоило признать свои ошибки еще много лет назад, но они сделали это слишком поздно, потеряв миллиарды долларов и уважение покупательниц. И несмотря на кардинальные изменения и шаги в верном направлении, им придется еще долго расплачиваться за них. Ну и на этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, как вы относитесь к глобальным переменам в мире моды и в шоу-бизнесе в целом. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас везде, где только сможете и захотите. А мы пошли работать над новым видео. Увидимся совсем скоро.